Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня предлагаю посмотреть вам первое видео с распаковкой в этом году. Я покажу вам все, что нашла в январе. Давайте не будем долго разговаривать, начнем уже смотреть. Начнем с брошей. Очень старая и очень простая достаточно брошь с натуральным перламутром. Он очень красивый, сияет и розовыми, и зеленоватыми такими оттенками. Это видно даже на камеру. Красивая брошь. Я думаю, что это 20-е годы. В общем, это самое начало, наверное, 20 века. Еще одна брошь, австрийская или немецкая. Она с двойным дном. Я уже такие броши показывала. Очень красивые зеленые здесь вставки. Единственное, что тут вот не хватает одной маленькой малюсенькой жемчужинки. Но я все равно эту брошку взяла. Здесь еще не было фиксатора на замочке, но я поставила другой, с другой броши, то есть замочек я починила, осталось найти сюда жемчужинку вклеить. Еще одна брошь, тоже поврежденная, с утратами, но я, как говорила, я все равно покупаю такие украшения и стараюсь их отремонтировать, потому что ремонт здесь минимальный. И носить эту брошь можно вполне, даже не ремонтируя. Эта брошь не из тонкого металла, она достаточно такая вот основательная, я не знаю, как это сказать, и очень красивое у нее покрытие вот такого старинного золота, то есть видно, что покрытие у этой броши очень качественное, поэтому, конечно, вот сюда вот легко можно вклеить еще один кристалл. Я думаю, что-то по типу такого, может быть, какого-то другого цвета здесь был. И здесь видны следы от кристалла, который выпал. В общем-то, это легко починить. Следующие две броши. Почему я их показываю вместе? Они обе мексиканские, по-моему. Ну, вот здесь вот точно есть клеймо Мехико, Мексико. И название альпака. Я уже встречала это название. Эту брошь можно использовать как кулон. Видите, здесь есть подвеска, бейл. Вот. И, конечно, здесь вот эмаль очень красивая. И вот такой цветок из перламутра и хелиотиса. Очень красивая брошь. И вторая брошь, не знаю почему, но я решила, что она тоже мексиканская. Здесь тоже есть проба. Эта брошь серебряная. Вот такая вот интересная, какая-то этническая. Такой мотив у нее интересный. Маленькие вот такие подвесочки висят. Ну и сразу же к ним, к этой броши покажу вот такую брошь. Лягушечка. И мне она напоминает, знаете, вот этих вот животных, которые изображали ацтеки или майя, тоже южноамериканские племена древние. Поэтому эти три броши я как-то вот объединила вместе. И у лягушечки тоже есть какая-то маркировка. Но, честно говоря, я не могу ее разобрать. Она как-то... Вот если вы увидите, она как-то беспорядочно нанесена, то есть тут или что-то затерлось, или просто не такой
четкий отпечаток получился. В общем, прочитать это клеймо я не могу, но с первого взгляда мне эта лягушечка напомнила дизайны украшений Кеннет Джей Лейна. У него тоже были какие-то такие вот подобные лягушки. Дальше брошь с микромозаикой. Вот такая лодочка древняя египетская. Человечек, стоящий в этой лодочке. Я думаю, что она не супер какая-то большая редкость. Я уже встречала такие броши где-то на просторах интернета. Ну и сразу же покажу вот микромозаичную шкатулочку, таблетницу. Тоже такой нередкий декор, но, как вы знаете, эти вещи я тоже всегда обязательно беру. Я не только большие редкости нахожу на барахолках, но и обязательно беру вполне такие вещи красивые и достаточно популярные, встречающиеся часто. Еще одна брошь. Вот такой цветочек. Это гранатовое стекло. К сожалению, сегодня пасмурный день, и гранатовое стекло не выглядит бордовым, а выглядит более черным. Но брошь красивая. Одновременно, мне кажется, она и скромна, и очень интересна по дизайну. Следующую пару сережек вам покажу. Вот такие клипсы. В принципе, ничего необычного в них нет. Ну, клипсы с золотой тонировкой и жемчужиной вставкой. Всегда можно носить каждый день. Такие повседневные украшения всегда пользуются популярностью, тем более, что жемчужное покрытие здесь абсолютно целое. Я их почистила немного от какого-то налета, и выглядят они прекрасно. Еще одни сережки. Возможно, вам покажутся они какими-то банальными и, может быть, не вполне винтажными. Ну, то есть им не так много лет, но меня привлекли кристаллы такого цвета Blue Navy. Такие клипсы не только подходят к вечернему какому-то наряду, но и очень красиво дополнят обычный джинсовый образ. Надеваются джинсы, какая-то простая футболка, жакет, и вот такие вот клипсы будут изюминкой в таком образе. Дальше кольцо. Кольцо стеклянное. Как вы видите, это муранское стекло в таких вот оттенках ярких, красных, коричневых и золотым. Очень красивое здесь, вот видите, внутри вот эти вот прослойки золотой фольги. Ну, в общем-то, что тут говорить? Кольцо, муранское стекло, выглядит оно вот так. Я очень люблю стеклянные кольца. У меня их в магазине было несколько штук. По-моему, осталось одно, и вот будет второе. Далее две пары запонок. Запонки очень старые. Эти поновее. Я думала здесь, сначала думала, это пластиковый кристалл, но потом посмотрела дома, уже разглядела, что нет, это кристалл стеклянный. Вот такой вот он интересной пирамидальной формы. Ну и, как я не устаю повторять, красные украшения — это просто
всегда их мало бывает, и все любят красные украшения. И вторая пара запонок очень-очень старенькие. Посмотрите, какие они интересные. У них вот так вот отгибаются ушки. А здесь натуральный перламутр. На них есть, по-моему, какая-то надпись вот здесь вот. Что-то типа того, что это супер quality. В общем, повышенного качества. Но запонки великолепные. Я очень жалею, что у меня нету блузки, нету рубашки под запонки, с манжетами под запонки. Я бы носила. Ну и сразу покажу вам к этим запонкам вот такую вот антикварную чешскую брошь. Тоже с красными кристаллами. Кристаллы здесь открытые, без фольги. Брошь начала 20 века. И, на мой взгляд, они вместе с этими запонками так прекрасно гармонируют, скромны в своем дизайне, что на белой рубашке вот такой вот комплект будет смотреться, ну, просто огонь. Они и есть огонь, и смотреться будет огненно в образе. Сразу же покажу вам еще две антикварные чешские броши, которые мне удалось найти. Вот такая интересная планка. Посмотрите, какая здесь филигрань, аквамаринового цвета кристаллы. Это броши, вот эти все три броши, что я сейчас показываю, это антикварные броши начала 20 века. И в частности, вот эта планка, может быть, как и та красная предыдущая брошь, могут быть даже конец 19 века. Ну и к этой броши я хочу вам показать. В моей коллекции личной есть еще вот такая вот антикварная чешская брошь. И посмотрите, как эти кристаллы одного цвета выглядят вот в таких вот разных дизайнах. Я думаю, что такой вариант можно носить даже вместе, на одну сторону пиджака, жакета и на другую сторону. Будет смотреться очень необычно и совершенно потрясающе. Ну и третья брошь винтажная чешская, антикварная даже, я их называю, потому что им уже, я считаю, все-таки им уже более 100 лет. Вот такая ультрамариновая красавица. Посмотрите, какая она изумительная. Ультрамариновый синий кристалл. По краю маленькие жемчужинки и такие же синие, более мелкие кристаллики. Я когда увидела эту брошь, вокруг нее долго ходила, не сомневалась в том, что она мне нужна. Как вы видите, потрясающая она, и ультрамариновый такой синий цвет, он в этом году на пике популярности у фэшн-дизайнеров. Это очень-очень актуальный синий 2023 года. Вот, кстати, как можно вписывать в современные образы винтажные и антикварные украшения. Дальше, не отходя от синего цвета, я покажу вам еще одну шкатулочку. Это лиможский фарфор. Здесь есть маркировка, клеймо сзади. Ну и классическое изображение в Лиможе. Это сценки 18 века. Вот такие вот куртуазная любовь, я бы это так назвала. Синий кобальт,
который очень-очень популярен в фарфоре, в посуде. Очень много кобальта производилось немецкими мануфактурами посудными. Я думаю, что вы знаете. В общем-то, вот такая красивая лиможская шкатулочка. Еще одна брошь такого вот, можно сказать, современного дизайна. Она, в общем-то, не сильно старая. Я думаю, что это 80-е. Эти броши выпускают европейские мануфактуры для экспорта в Америку. И у нее есть вот здесь вот маркировка «Американер». Ну и шедевром этой распаковки является вот такая брошь. Я думаю, что знатоки уже узнают дизайн бренда Freyvill. И я эту брошь нашла, откопала в коробке со старыми украшениями, как я такие коробки называла, мусорными. Здесь есть, конечно же, маркировка, что это Микаэла Фрей Тим. Украшения бренда Freyvill сейчас продаются. Это австрийский бренд, очень-очень дорогой. То есть цена таких брошей может быть и 400, и 500 евро. Это эмаль. И до того, как бренд начал называться Freyvill, его основала как раз вот Микаэла Фрей. И украшения ее были поначалу очень скромны, но тоже это была эмаль превосходного качества и очень красивым дизайном в стиле арт-нуво, арт-деко. Ну и сейчас эта Микаэла Фрей как бы преобразовалась в бренд, в команду, уже команда ювелиров и дизайнеров, которая называется Freyvill. Ну и закончу это видео не украшениями, а флаконами для духов. Я думаю, что вы знаете, ну и я часто рассказывала, что чешское стекло – это не только украшение, не только посуда, но и очень много элементов декора какого-то, вазочки, различные емкости для хранения, шкатулочки. И в том числе вот такие вот флаконы для духов есть у них. Я нашла вот таких два флакончика, мне они понравились. Это малахитовое стекло, ну а это, видите, прозрачное стекло. Сюда можно легко наливать духи, которые вот у вас есть, и пользоваться. Будет вот такой винтажный флакончик. Пользоваться духами по старинке, когда не было еще вот этих вот распылителей на бутылках. Все пользовались вот так вот капельным методом. Ну, вот и все. Я надеюсь, что вам все понравилось. И спасибо всем, кто смотрит мои ролики. Всем пока. До встречи в следующем видео.